Всем привет, я Марина и с вами Школа Сакрамел. Как выполнить преображение коротких и обгрызенных ногтей? Конечно, в идеале сделать наращивание, но вся сложность не только в постановке форм, а в том, что у таких ногтей сильно стелющаяся кутикула с близко расположенными капиллярами. В видео выполним преображение, будет очень интересно, смотрите видео до конца. Поехали! Посмотрим на ногти моей модели. Очень короткое ногтевое ложе, они обгрызенные. Передний валик дистальный выступает, очень виден. Стелющаяся кутикула на ногтевую пластину, заусенцы, красная область над кутикулой, что говорит о том, что близко располагаются капилляры, и маникюр нужно делать крайне аккуратно. Что ж, нас ждет сегодня тотальное преображение. Для того, чтобы отодвинуть такую кутикулу, использую апельсиновую палочку. Как правило, она более бережно справляется с такой кутикулой. Захожу в один синус, параллельно кутикуле и отталкивающе приподнимающими движениями убираю кутикулу. Либо вместо пушера вы можете использовать безопасную фрезу, которая не имеет абразива. Такая насадка идеально подходит для новичков, потому что не пропиливает ногтевую пластину, а действует по принципу пушера, отодвигая кутикулу. Работаю в положении форвард с левой стороной, скорость 20 тысяч оборотов, правую сторону обрабатываю в положении реверс. Там, где заусенец, работаю крайне аккуратно, не попадая по нему. Первым проходом насадки я отталкиваю кутикулу, а вторым, третьим вычищаю птериги из-под нее. Поскольку кутикула сильно стелющаяся, важно хорошо ее оттягивать своим большим пальцем. Шаг за шагом иду, еще лучше приподнимаю кутикулу, подготавливаю ее к срезу. Важно насадкой не давить на ногтевую пластину, чтобы клиенту не было горячо. Зашлифую поверхность ногтя при помощи мягкой стороны пилки 180 на 240 грид. Совершаю длинные движения слева направо. Важно не оставлять глянцевых участков, чтобы не ухудшалась носибельность, не появились отслойки. Свободный край просто подравниваю по форме. Шлифую ногти до среза кутикулы, чтобы случайно ее не поранить. Перед срезом обязательно убираю тщательно всю пыль, для того, чтобы она не тупила ваш инструмент. Выполняю срез кутикулы, но поскольку она чувствительная, иду постепенно. Наполовину закрываю ножницы. Если клиент не чувствует никаких неприятных ощущений, тогда закрываю их полностью. Здесь важно быть в контакте с вашим клиентом, ориентироваться на его чувствительность, чтобы случайно не порезать. При такой кутикуле у нас, конечно, не будет чистейшего глубокого маникюра, как нам бы того хотелось. Такую кутикулу необходимо из раза в раз приучать к маникюру. Тогда она будет более смирной, более ровной, не так сильно стелиться на ногтевую пластину. Так как кутикула стелющаяся, образуются трещины в зонах синуса. Важно рекомендовать клиенту, чтобы он в домашних условиях отодвигал кутикулу, чтобы не создавалось ее натяжение. Единственный минус безопасной фрезы в том, что она плохо обрабатывает боковые пазухи и валики, поэтому сейчас я меняю насадку на синее пламя, обрабатываю пазухи и валики. Для шлифовки даже самых мелких заусенец буду использовать алмазную насадку шар диаметром 0,31. Работаю на минимальной скорости 5-7 тысяч оборотов в положении форвард.
Выполнила маникюр, на мизинце не стала глубоко обрезать, потому что здесь заусенец. Теперь мы обезжириваем ногтевую пластину и наносим препараты для улучшения адгезии. Это бескислотный праймер и базовое покрытие. Отправляем в лампу на просушку. Необходимо выполнить до наращивания небольшой длины. Для этого буду использовать пластиковые формы и гель средней вязкости. В форме вырезаю окошко. В скрученном состоянии подношу к ногтевой пластине. Вижу, что углубление выреза нам подходит. Намечаю насечки. И вырезаю ушки для того, чтобы боковые валики не раскрывали форму и ногти не получились широкими. Снимаю форму с подложки, склеиваю и подставляю к ноготку. Набираю небольшое количество материала, ставлю его на зону стыка между натуральным ногтем и формой, распределяю на ноготь и вытягиваю нужную мне длину. Важно при такой короткой ногтевой пластине не делать большую длину, для того, чтобы моя модель случайно ногти не сорвала, не повредила свои. Отправляю в лампу на просушку на 30 секунд. Нравятся мои ролики? Хотите знать больше о маникюре? Предлагаю присоединиться к обучению и получить доступ к базе знаний школы Сакрамел. Более 20 видеокурсов для начинающих и опытных мастеров по цене одного, с получением сертификата. Теперь они доступны по всему миру. Для подробной информации переходите по ссылке в описании. При помощи прищепки сделаю небольшую арку, ставлю ее, но так, чтобы клиенту не было больно. Отправляем на досушку. Снимаю форму, отделяю ушки и формочку всегда снимаю вниз. Поскольку она пластиковая, легко расклеивается, я могу воспользоваться для другого ногтя. Уберу только лишние мешающиеся фрагменты формы и продолжим выкладку. На указательной форма не подходит, поэтому нужно вырезать большее углубление. В этом преимущество пластиковых форм: можно ставить на несколько ногтей, пока форма совсем не потеряет свою клейкость. Подписывайтесь на мой инстаграм, там вас ждет еще больше полезной информации. Сделали подложки, а теперь выстраиваем архитектуру. Промазываю ногтевую пластину в 3 движения, набираю каплю уже чуть побольше. Ставлю ее на наивысшую точку на апекс и распределяю, сводя кутикулы на нет и к свободному краю на нет. Для разравнивания могу перевернуть руку и помочь себе тонкой кистью. Стараемся делать в технике без опила. Отправляем на досушку. Снимаем липкий слой и приступаем к опилу. Делаем форму мягкий квадрат. Поверхность практически не опиливаю, так как и так выложил материал хорошо. Забафим поверхность, чтобы у гель-лака не было конфликта с глянцем от геля. Так выглядят ногти после моделирования. Посмотрите, тонкие торцы, небольшая арка. Очень красиво смотрят и преобразили руки. Сделаем покрытие цветом и небольшой дизайн фольгой. Второй слой наношу сразу на 4 ногтя, отправляю на просушку. Для дизайна использую фольгу 2 оттенков – голографическую и голубую. Фольгу креплю на липкий слой цвета. Те ногти, где дизайн, покрываю глянцевым топом, остальные матовым. Наш результат.
По-моему, получилось замечательно. Я и модель в полном восторге. Ставьте пальчик вверх, если вам понравилось преображение. Подписывайтесь на канал. Желаю всем успехов в работе. Пока-пока.